От пациентки: здравствуйте, Максим Анатольевич. Нужно второе мнение по МРТ левого коленного сустава. Мне год назад делали артроскопию, удаляли осколки мениска. Сказали, что пришлось удалить кусочек хряща. Сейчас появились более неудобства, сделали МРТ, но в заключении перепутали и написали, что мне 72 года, а мне 44. Дело в том, что одновременно со мной МРТ делали пожилой женщине, результаты мы тоже получали вместе. У меня есть подозрение, что заключения перепутаны, поэтому необходимо второе мнение. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 44 лет. Дата исследования 31 августа 2023 года. Область исследования: левый коленный сустав, суставные поверхности ровные, с признаками субхондрального склероза. В области межмещелкового углубления бедренной кости, субхондральная киста диаметром 5 мм. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, МР-сигнал от него неоднороден. За надколенником вдоль мыщелков бедренной кости и в полости сустава определяется умеренное количество свободной жидкости. Периартикулярные ткани отечные. Сформирована киста Бейкера размером 22 на 7 на 56 мм. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Пателофеморальное сочленение, МР-сигнал неоднороден на всю его толщину. Целостность медиального и латерального удерживателя надколенника сохранена. Надколенник второго типа Павайбек. Индекс Инсал-Салвати 1,2. Клетчатка Гофа развита обычно, отечно. Признаки отека: разволокнение передней крестообразной и медиальной коллатеральной связок, внутри и вне суставной связки, задняя крестообразная связка, латеральная коллатеральная связка, собственная связка надколенника, медиальный и латеральный удерживатель надколенника не изменены. Признаки дегенеративных изменений медиального мениска второй степени, на фоне которых определяется продольный разрыв заднего рога с выходом на две поверхности мениска. Признаки дегенеративных изменений латерального мениска второй степени. Заключение МР: признаки отека, разволокнения передней крестообразной и медиальной коллатеральной связок, разрыва медиального мениска степени 3Б Пастоула, дегенеративных изменений латерального мениска второй степени, хондромалицеи надколенника второй степени, пателла алта, умеренно выраженного синовита, артроза левого коленного сустава второй степени, кисты Бейкера. Рекомендована консультация травматолога. 2 сентября 2023 года М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: колено по возрасту точно ваше, сомнений тут нет. В целом, добавить к мнению коллег нечего, все так и есть, как написали. Можно добавить, что надколенник у вас расположен выше обычного, это создает предпосылки к его нестабильности и способствует повреждению его хряща, развитию боли в суставе. Вам нужна консультация травматолога.